Так, у нас пошел дождь. Как раз сейчас помоет линолеум. И мы его бросим в нашу кладовую. Сейчас эта грязь немножко откиснет. Мы потом пройдемся, промоем ее со шланги и шваброй. Персик, давай домой, давай. Вот это да! Что там, Викулечка, град! Ничего себе! Я не могу пропустить такое зрелище. Вы видите? Прям градины он падает. Не знаю, будет видно или нет. Я только линолеум промыл с одной стороны, на другую перевернул. Ой-ой-ой! Ничего себе, все поздувало. Да, сейчас полетит куда-то. Что же будет с нашими помидорками? Интересно, побьет их там, нет? Ну хорошо, что не лето хотя бы, да? Ну да. Да, такого давно не было. А ну, сейчас я увеличу. Будет видно вам град? На плиточке хорошо видно. Ну, видно хорошо, да? Какие градины лежат. Вот это да. И ощущение холода такого морозного прям, да? Вот такая тучка. Такого дождя с градом давно у нас не было. Может, промочит нашу пустыню. А теплички все равно не польется, надо будет поливать. Она сюда не проходит. Пойдем. Заодно посмотрим, как эта пленка выдерживает град. Да, Мне кажется, да. ей вообще все равно. Она вот стоит и не пошатнется. Жужечка, ты тоже спряталась? Жужечка спряталась от дождя. Скажи, я спала, там так было тепло, уютно, и тут что-то на меня ляп-ляп. Да. Посижу тут с вами. Сейчас я тебе что-нибудь подстелю, Жуж. Ты хорошая девочка, хорошая. Ой, спала как сладко. Сейчас постелим тебе что-то здесь. Такая у нас получилась кладовая. Как видите, мы уже постелили тут утеплитель. Да, он такая белая, чистая получилась. Еще некоторые нас спрашивали, почему мы тут не хотим сделать ванну с туалетом. Да, такой частый вопрос был под вот прошлыми видео, да, когда мы здесь делали ремонт. Да. И вот как бы в двух словах вам ответить. Конечно же, мы рассматривали с тобой такой вариант, но это было очень давно, и мы его быстро отбросили. Во-первых, потому что здесь очень холодно, ну, эту проблему можно было бы решить. Во-вторых, здесь очень низкий потолок, потому что это пристройка. Да, и если его выравнивать, да, делать какие-то рейки или профиль, то он будет еще ниже, потом еще будет пластик или что-то, или натяжной потолок, еще лампочки, и получается, даже если вешать душ, то надо будет так мыться на присядках. Мы, конечно, этого не хотим, да. Здесь, возможно, в будущем будет гардеробная, но пока вот это кладовая и такое место для инструментов и для всяких безделушек. Ну и третья причина, почему мы здесь не можем сделать ванную комнату и туалет, это деревянный пол, который мы никогда не будем убирать. Он здесь будет всегда. А почему? Потому что под ним находится неглубокая ниша. На данный момент, пока здесь будет кладовка, мы застелим пол линолеумом. Но на будущее, когда здесь будет гардеробная комната или, возможно, просто гардероб, мы оформим здесь красивый люк. Даже если будет пол с линолеумом, мы сделаем тут все красиво, вырежем, сделаем ручку. И в этой нише можно будет прятать коробки пластиковые с обувью, с разными принадлежностями. Ну, а ванную комнату, конечно же, мы уже вам показывали, где мы будем ее делать. Мы к ней готовимся морально. Она у нас уже перед глазами. У нас хватит и сил, и средств воплотить свою мечту. У нас появится ванная комната. Ну, а сейчас будем обставлять вот эту кладовку. У нас резко меняется погода. От сильной бури с дождем вот к такому солнышку. Чем сейчас буду заниматься? У меня здесь Рома вымыл линолеум, и дождик немного его
Ну, тоже вымыл и немного даже подпачкал чуть-чуть. Поэтому я сейчас все это вытру сухой тряпочкой. О, красота! А Рома уже его скрутит, и мы расстелим в нашей кладовке. Кстати, кто не знает, этот линолеум у нас из коридора. Мы его туда возвращать не будем. Мы его хотим в кладовку. Там ему как раз и место. Вот, но в коридор мы что-нибудь еще придумаем. Получается, это кладовая и коридор, они вообще идеально по размеру подходят, одинаковые. Поэтому и линолеум не приходится ни отрезать, ни подрезать. Просто развернуть и все. И там еще, кстати, такая же полоса осталась. Вот такой пол получился. Тут уж, можно сказать, мы его слепили из того, что было довольно-таки неплохо. И будет удобно здесь мыть полы. А теперь будем с этой спальни перетягивать вот этот раскладной стол. У меня, кстати, такой в детстве был. Я за ним уроки учил. У меня тоже, И кстати. вот это тоже шкаф. Он здесь на две части. Но будем по очереди. Взяли такой этот ковер или дорожку. Я буду тянуть, а Вика будет сзади подталкивать. И, кстати, нам сейчас многие скажут, мы же вам советовали купить вот эти ролики. Но мы не успели купить, в общем, к этой переделке. Но обязательно их возьмем, потому что у нас еще впереди вот такенный шкаф. Его нужно будет передвигать здесь во время ремонта, так что купим эти ролики. И будет намного, и будет намного проще. Да, вот как-то мы не подумали, а пока нам помощь. Вот Вообще мы не ищем легких путей. Потянули. Давай, погнали. Ты без меня хорошо справляешься. Опа, поднимаю. Заезжай. Опа. Я приподнимаю, а ты сейчас вытащишь этот коврик. Вытаскивай. Моя миссия – вытаскивать коврик. Да, это самая важная миссия. Так, а теперь вот эту штучку надо закинуть туда. Все, я приподниму, смотри, я приподниму ее сам. Давай на меня. Сразу на меня. Теперь на тебя. Вот так. Выходи, я туда придавлю тебя. Не надо меня придавливать. Сейчас ставим эту. Точки. Есть. Сильный. Так, еще на меня. О, вот так примерно. Класс. Стоит? Да. Вот, а тут как раз эти ящики. И скотчем смотали, чтобы вдруг по ногам никому не дал. Так, немножко сюда, да? Есть. Стало, да? Когда? Оно так бывает, когда... Установилась. И как раз на место. Отлично. Ну все, можно все переносить теперь. Да, еще сюда стол тут большой. А, принесем. стол, давай стол еще принесем. Откуда у нас столько мебели? Пройдет. Лёна. Все, падать. Не. Не проходит. Полка. Вот это. Обувная мешает. Ну еще. Так, проходит. Ура. Так. Вы представляете, что мы тут натворили? Так здорово, такое вот, знаете, классное подсобное помещение у нас получилось. Сейчас я покажу. Мы почти обставили нашу кладовку. Рома сейчас прикручивает вот эту тумбу. Ну что, получилось? Да, теперь смотри. Даже сюда торцовка лазит, посмотрите. Влево, А сюда да? еще инструментов можно. И сюда, и вниз, и в стол. Так что здорово. Супер. Ну что, осталось расставить все ящики с инструментами, разложить все по полочкам, по ящичкам. И чем мы сейчас и займемся. И вот так происходит у нас переборка
нужного от ненужного. Гаечки, что тут у нас? Болтики. О, это нужное. Пока по пакетикам, а потом уже будут специальные контейнера. В этой сумке все ненужное, да, Ром? Угу. Ну а здесь Рома вешает полочки, и тут, конечно же, пришла к нему и я. Да не только с охапкой моющих средств в руках, но и с мешочком ценных указаний и советов. А то вдруг Рома не знает, как те полочки крепить. Ну а если вам интересно, какие серенады я ему тут напеваю, переходите в наш телеграм-канал, там вы сможете посмотреть этот эпизод. А еще я поучаствовала в перекраске одной из остановок в нашем поселке. Решила показать вам этот шедевр, так как в современном мире мало где такую красоту увидишь. Ничего не имею против современного, но это ретро мне тоже нравится. И надеюсь, что в новом наряде эта остановка нам еще послужит. Возвращаюсь с покраски домой. Что, бус соседский? Вот этот паренек, да, вот, ах и мальчик, сидит, охраняет моих девочек тут, да, и девчонки. Так, ой, мой транспорт здесь, покупочки, и надо как-то доехать домой. Вот так вот мы умеем. Вот такое у нас тут, в общем, дружное царство-государство. И соседские, и наши, Тома. А Тома сейчас всех тут на место поставит, да, Тома? Буц, иди домой. Я за Тому не ручаюсь. Ее боятся все. Ну, хороший мальчик. О, погнали. Вот они, нашли. А, там калиточка открыта. Вот так. Ай, радости сколько, радости. Ай, и тут и до Жужи, и до Альфы. Да ты шо? Все, не отцепится, пока их не покусает, не позадирает их. Так, ну что, давайте посмотрим, что же у нас тут с кладовкой получилось. Заходи, Викулечка, я тебе расскажу, где тут что я поразложил. Вот тут сверху, видите, инструменты. Здесь сверху тоже инструмент. Здесь в шкафчиках такие инструменты, которые в боксах. Там разные отвертки, шуруповерты и так далее. А здесь, как вы заметили, инструменты по моей части. Дегидратор. И тут у нас еще домашний автоклав. Теперь удобно, они не будут нигде мешаться в таких коробках. Классно поместились. Обратите внимание, что это за полочка. Это ж не полка вовсе, да, Ром? Это тумбочка, да. Это такая была тумба. Ну, мы ее хорошенько прикрутили на хорошие уголки. Да, Рома закрепил ее. Висит и здесь очень надежно. Да. Здесь у нас стоит торцовка. Под столом разные грунтовки и такие инструменты, которыми редко пользуемся. Отбойник там, как он, снегоуборщик и так далее. А здесь у нас, так, самое интересное. Одна полка саморезы. Видите, разного калибра. Да. Так, следующее. Это тут у нас сверла, шестигранники. Тоже все послаживалось. Да. Ниже ключи, отвертки, плоскогубцы, кусачки. Так, здесь Рома удлинители поместил вот на такой крючочек. Тоже лежал у нас без дела, а теперь вот так симпатично все получилось, Рома. Ну а здесь что-то? Да, здесь у нас старые перчатки, которые уже были в пользовании. Здесь новые, очки, потом наждачная бумага, гвозди, болты, потом все для велосипеда и быстрый монтаж тоже здесь. Теперь открываем. Тоже все для дверей, ручки, навесы, всякие болты, 2 паяльника, вот, зарядное устройство. И тут тоже всякие прокладки. Так. Ниже здесь у нас все для воды.
водяное. Как видите, разные переходники, краны, подмотки. Здесь уже я уже сам забыл. Ага, здесь линейки, рулетки, Ножи. да, степлер. Дальше здесь у нас все для света. Разные электрики, переходники, да, для электрики, для света. Лампочки. Лампы, провода, изоленты, переходники и так далее. Клеммы разные. Красота. Так, пошли дальше. Окно здесь отсек, все для ремонта, да? Тут шпатели, овалики, кисточки. Ну, в общем, это мой любимый отдел, да. Все для покраски и штукатурки. Да. Ну, в общем, вот так мы все посортировали, разложили, и такая красота у нас получается. Осталось сделать только тут свет, потому что лампочка вон на проводе она висит, и очень плохо видно. Ну, и что еще? И хотели мы, конечно, тут сделать полочки, чтобы Вика ставила всякие там моющие средства и так далее. Да? Стеллаж, да. Да, стеллаж тоже сделаем сегодня. Так, а здесь на полочках Рома рассортировал масло и здесь светильники поместил. Ну, она сегодня же разгрузится, эта полочка, потому что вот этот светильник, он будет теперь жить здесь в качестве освещения в этой кладовке. И вот эти вот плафоны, которые я показывала в прошлых видео, видите, я уже их вымыла. Сегодня у них будет шанс на вторую жизнь благодаря вашим комментариям и идеям, которые вы оставляли. Одна идея мне очень понравилась, так что смотрите в этом видео, что мы из них сделаем. Как видите, я уже протянул кабель-канал, и сам кабель уже тоже сделал по размеру, поэтому осталось только присоединить светильник. Запускаю кабель-канал. Вот так. О, отлично держится. Теперь вставляем лампочку и проверяем. Лампочку взял экономку на 20 ватт, обычных 190. Думаю, для такого маленького помещения должно хватить, да? Сейчас Вика включит и посмотрим, хватит этого света или нет. О, светло! Совсем другое дело, Ром. Да, теперь тут можно и работать, и вообще дальше ремонтировать. Даже съемка лучше тут идет. А на днях к нам приезжали родители, помогли собрать виноград. А вообще, если честно, я очень ценю такие моменты, когда можно побыть с родителями рядом. Но по поводу винограда мы очень удивились, что, несмотря на жесткую засуху в этом году, этот виноград дал небольшой, но очень хороший урожай. О, с миру по нитке и ведро винограда. Ну и так как мы боялись испортить его в переработке, этой частью работы мы поделились с родителями. Тем более, что и опыта у них побольше. Что-то режут, а тебе не дают, да? Дайте мне то, что вы там режете. Быстро, на пробу. Так, вот они наши дыньки. И вот я уже одну срезала. Вот, смотрите. Смотрите, какие большие, крупные. Сейчас пойдем разрежем, посмотрим, что там внутри. Ну, пахнет, мягенькое уже. Мягкое же, да? Да, я думаю, что уже можно кушать. Вот. Ну что вы тут делаете и без меня? И пахнет дыня. Аромат какой! Ничего себе! Да, видишь, здесь зелененькая, да, а тут в середине оранжевая. Еще не доспела, походу, да? Ну ничего, Чего поедим. это? Доспела? Доспела? Да. Это сорт такой. Сейчас попробуем на вкус, доспела или нет. На следующий день я пробегала мимо теплицы, где, как вы заметили по прошлым кадрам, мои помидорчики опять обросли листьями, что и плодов не видно. В общем, уже забыла, зачем шла, взяла секатор и погнала все расчищать. Стала срезать листья и смотрите, а там еще сколько помидоров зелененьких висит.
Немного подрыхлила землю, и скажу вам, в теплице здесь почва такая рыхленькая, приятно работать с ней. Не то, что за теплицей, как асфальт. Так что не зря мы тепличкой обзавелись. С работой справилась и ждем следующий урожай помидор. Правда, вид теплицы, конечно, не очень, как в лесу из фильма ужасов. Но ничего, в следующем году, надеюсь, будет лучше. Для стеллажа в кладовку у нас уже есть вот такие обалденные боковые части. Это наша подруга нам отдала. У нее были полки в квартире. Высота там 2,50, обычно 2,40, да, высота квартиры. А у нас кладовка 2,13, я замерил. Поэтому нужно будет отрезать буквально сантиметров 35-40. Здорово, что здесь есть вот такие ножки, и здесь регулируется высота. Наверное, сантиметра 2 можно добавить или убавить. Тут и резьба, все предусмотрено. Вообще супер. Поэтому, если я где-то немного ошибусь и отпилю больше или меньше, всегда есть возможность подрегулировать. Это мне очень нравится. Оба. Альфа и Жужа отдыхают на порожке, а Беня за ними посматривает. Бень, выходи тоже на улицу. Пока не хочешь? Ну ладно. Вот примерно столько мне нужно будет отпилить. Работать сегодня буду новым инструментом, который у нас появился совсем недавно. Это дисковая пила или ручная циркулярная пила. По функционалу она напоминает нашу торцовочную пилу, только она по мощности меньше, 1300 Вт, ну и сам диск, конечно, тоже поменьше, 160 мм. Поэтому она, конечно же, такая более мобильная, более удобная, и если делать такие небольшие работы, то этот инструмент в самый раз. Присутствует угол наклона от 0 до 45 градусов, и можно регулировать глубину пропила от 0 до 5,5 см. Моя доска чуть больше 3 сантиметров, поэтому, наверное, выставлю 4, этого будет достаточно. Уже не терпится проверить ее в деле. Надеюсь, что Веснушку, которая вот там на стульчике сидит, не сильно напугаю. Так, ну, пробуем. Так, переживаю, чтобы отпилить ровно. Ну, буду стараться. Ничего себе! Да, пилит очень четко. И, кстати, ровно. А для следующей переделки мне нужна небольшая дощечка. И, в общем, сейчас перейдем в отдел досок и будем искать подходящую. Ну, что-то они какие-то вот... Не то пальто. Так, вот здесь есть что-то похожее на то, что мне нужно, но не хотелось бы вот этот поддон или как подставку разбирать. Хотели ее на другое опустить. Что мы еще здесь имеем? Так, есть ящики. Ящики. Вот вообще мне надо что-то вот такого плана. Угу. Остатки, которые нужно выбросить на мусор. Но мы не выбрасываем, потому что вот именно здесь есть... О, вот какая-то, наверное, полочка. Ну вот же, что-то... Ой, она от дождя набухла, но мне, в принципе, она не нужна вся. А вот такой кусочек. Так, ну, скорее всего, что сейчас я его отпилю. И, в принципе, это то, что мне нужно. Решила поискать еще здесь у Ромы в кладовочке. Вот такая досточка есть. Ну, мне надо 2. Так, и здесь есть еще остатки квикдека. Вот, посмотрите. Вообще супер. Они вообще отлично могут подойти. Вот и здесь такой классный оттеночек. Но я кое-что еще здесь увидела. Посмотрите. Это вообще прям не опилки, доска. Напополам чик ее. И все, то, что нам нужно. Отлично. Пойдем распиливать. Так, нечего стиляжничать. Холодает. Надо утепляться. Правильно. Смотри, насколько мы сделаем широкие полки. Широкий этот стеллаж.
Слушай, здорово, Сильно он тут широкий. вместился Вот так вот? сюда. Чтоб этот, да, открывался. Ну, Ну еще да, главное, чтобы открывалась дверца. Чтоб еще маленький зазорчик. Все, Ну, если где-то замечательно. вот так. Отлично. Наверное, сантиметров сколько? 70, да, здесь? Ну, до метра, точно. Все, выравниваем. Теперь сейчас подкручиваем. Выравниваем. Классный регулятор, да? Не нужно ни сверлить, ни высверливать. Да, мне тоже очень нравится. Укрепил с помощью таких ножек. Ты показывал зрителям, да? Да, показывал. И все, красота. Да, так, сейчас. Кто это придумал? Гений. Я думал, ты спрашиваешь, кто это придумал. Думал, какой-то, может, этот ученый. Кстати, многие говорили нам, вот хлам собирайте, а вот из хлама и вот такая полочка. Да. Вернее, стеллаж. Нашел свое место. А так где-то валялся позже на мусорнике. Уже б его не было. А нам полочки. Так, сразу возьму плафончики. О, посмотрите, какая красота. Все, пойдем. Так, вот они, плафончики. И все, что мне нужно для моей поделки. А я у смотри, тебя? какую доску для полок нашел. О, отлично, супер. Так, а ты что будешь делать? Такое Вот хочу интересное? показать зрителям, и думаю, что они теперь уже догадались, что я буду мастерить вот из этих плафончиков. Вот такие у меня вот есть подсвечники, посмотри. Помнишь, их мы очень давно покупали, они у нас валялись. Для таких, для круглых больших свечек это, Ну, тут, да, вот на любой диаметр. Но у меня больших нет. У меня есть пока вот такие. Обычные, но ничего, тоже подойдут. И вот наша дощечка. Мне нужна будет твоя помощь. Распилишь? да? Конечно, давай. Как раз я здесь этим и занимаюсь. Да. Так, а перед тем, как ты распилишь... Напополам? Напополам вообще? Да, мне просто напополам и все. Больше здесь ничего не нужно делать. Но совет еще твой нужен по поводу вот этих подсвечников. Так, они немножко запыленные у нас подсвечники, но сейчас промою их. Смотри, как лучше закрепить подсвечник вот так с плафоном. Либо еще такая идея есть вот так. Ну, тогда он постоянно будет ерзаться. А как будет более устойчиво? Так, видишь, оно да, будет Да, съезжать. да. Давай, наверное, в середину. Вот так так лучше. закинем. О, И будет очень хорошо и красиво. так, и последние штрихи нашей поделки — это свечи. Сейчас мы их... Хоп, тут, кстати, есть дырочки, представляете? Так, теперь пробуем их вставлять. Ну, попаду я в дырочку. Оп, есть. Свечи немного погнулись. Ну, ничего страшного. Так, и вот это. Так, наши свечи будут стоять пока здесь. Тут уже одна свечечка у меня есть для атмосферы. Так, и вот эти две тоже будут. Зажигаю наши свечи. Как раз вечереет. Самое оно. О. Супер. Вот такая красивая поделка получилась для наших плафонов. И всем большое спасибо, кто подсказал нам такую идею в своих комментариях. Так что пишите, а мы будем воплощать. Кстати, на эту поделку у нас ушло сколько? Ну, рублей 30. Потратились только на свечки. Зато какая красота. Мы сегодня с Викочкой планируем утеплить эту дверь на зиму, чтобы не было так холодно и здесь в коридоре и в доме, а также прикрутить ручку с наружной стороны двери. Все для дверей у нас находится вот здесь. И, кстати, сверху лежит и ручка. Такая кованая, железная. И, по нашему мнению, тоже такая очень красивая.
Вначале мы хотели ее сюда приварить, но потом передумали. Во-первых, я и сварщик такой, не очень еще опытный. А во-вторых, будут такие круги, гореть краска, потому что дверь покрашенная. И потом придется ее перекрашивать. И такая краска у нас уже закончилась. Ну и еще ветер тоже сварочный будет работать не очень удобно. Поэтому мы решили, что сделать. Сделать просто просверлить дырки. Здесь и здесь такие отверстия, и в двери. И хорошенько посадить на болты. Болты у нас вот такие, небольшие, шестерка. И поэтому и сверло тоже выбрал подходящее, шестерочку. Так, насаживаем болты. Оп. И надеюсь, что отверстия должны совпасть. Так, ну, вроде все нормально. Чтобы со временем болты не раскрутились, я еще решил законтрагаить. Поставить такие дополнительные гайки, чтобы потом быть уверенными, что ручка будет хорошо держаться. Ручку мы решили прикрутить именно вот на такой высоте и, наверное, сантиметров 12 от края, потому что если бы на самый край, то болты бы не давали двери закрываться. Да? И если чуть-чуть ниже, то будет закрывать скважину и на замок попадать. А совсем низко, но это будет совсем уже низко. Поэтому так, нормальная ручка. Я в восторге. Да. Классная такая ручка, так хорошо здесь прижилась и смотрится. Ну, мы, конечно, покрасим еще краской. А то мы все пальцами подлазим, а когда сильный ветер, аж страшно, да? Да. Что и пальцы тогнет. Так, ну теперь что, будем утеплять эту дверь? Супер. Теперь это перейдем как раз- к утеплению. Это то, что многие зрители давно уже ждут. Говорят, ну когда же вы утеплите дверь? Уже ж холода на носу. Ну, у нас, кстати, сегодня сколько? 24 градуса, да? Сегодня ветер, да, но Ну, теплый. Как-то меняется постоянно. Да. Пойдем принесем пенопласт и тот лист ОСБ. Да, кстати, эти материалы мы закупили уже намного раньше, да? Да, уже, наверное, месяца 2 лежат у нас. Так, ну пойдем. Итак, сейчас, пока Рома придет, я вам расскажу и покажу, что эта комната теперь у нас выглядит вот так. Отсюда мы перенесли всю мебель в кладовку, как вы уже видели, и вот оставили тут диван, шифоньер и материалы. Да, вот так кстати, сложили, вот. теперь удобно их брать. Вот, кстати, пенопласт. Давай, бери вот эти 2 листа. Может, немножко его испортили, но ничего страшного. Давай немножко в сторону поставлю. Так, а вот этот лист, он тоже завален другими материалами. Надо, наверное, его через верх сможем вытащить. Ну, постараемся. Хватит, девушка. Так, не дохватит, только как бы сюда пройти. Давай я пройду сюда, а ты там в 6-й. Ну, давай. Так, смотри, вот это все равно беру. Картоночку давай тут беру. Их через верх. Ой, почти ничего не упало, это хорошо. Это были бы не мы. Беня, мы тебя испугали. Тут Беня любит спать в этих хоромах. Аккуратно, Беню не придавите. Беги, мальчик, беги. Давай, Беня. Стоит сейчас, гильотина тебе будет. Фу. Кстати, кто спрашивал про окно? Поставили ли нам пластиковое окно? Нет, к сожалению, пока нет. Мы его ждем. Ну, у нас такое здесь бывает, и, возможно, мы не сильно расстраиваемся. Наоборот, есть время подсобирать немного денег. Но ничего страшного. И покажу как раз, что у нас с этой стороны. Здесь у меня вся моя прачечная зона, все для стирки. А с этой стороны мы спрятали на шифоньер все лакокрасочные материалы. У нас так сквозняк гуляет, дверь открывается и закрывается сама. Итак, лакокрасочные материалы мы пока разместили здесь, не стали их прятать в кладовке, потому что наступят холода. Кладовка у нас не отапливается, хотя после ремонта там стало намного теплее. Вот, даже теплее, чем в нашем коридорчике. Вот, кстати, тоже интересно, почему так. Может быть, утеплим дверь и станет намного лучше и теплее. Ну, посмотрим. Вот, ну и глядя, конечно, на потолок этой комнаты, она уже всем своим
своим видом кричит и пищит: ну давайте уже переделывайте меня. Поэтому ремонт в этой комнате, конечно, планируем оставить на эту зиму, осень, весну. Ну и посмотрим, что успеем, то сделаем. Но пока пойдем работать. Так, я пришла вообще за пенопластом, сейчас заберу и пойдем утеплять дверь. Бенюшенька, мальчик. Пенопласт мы взяли 3, 3 сантиметра. И самое главное теперь отрезать по размеру. Он, кажется, идет метр на метр, а у нас вот проем, ой, ну чуть-чуть больше, наверное, сантиметра 2 внизу, вернее вверху, а внизу наоборот, чуть меньше. Поэтому мы сейчас такую полосочку отрежем. Здесь там уберем, а здесь добавим. Так. Единственное, что еще по ширине нужно немножко убрать. У нас ширина, вот эта внутренняя двери, 83 сантиметра получается. Вот так вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит, как скрипит или пищит пенопласт. Ах. Ой, это выше моих сил. Все. Один есть. Так, давай я вставлю. Надо будет еще вот этот уголочек под замок вырезать. Маркер взяла? Маркер нарисуешь, да? Так, ну, видно тебе, не? Да. Так примерно. Хороший маркер. Такой с тонким стержнем. Ох, на улице ветер завыва. Да? Заверюха. Сердитый ветер завыва. Как в детстве мы учили. Так, есть такое дело. Все. Давай вырежем и тогда опять вставим. Где ножик дел? Только возьми, ну, чуть-чуть меньше. Вот так, да. Вдруг кто там. Да нормально. Побольше надо, да, срезать? Нормально. А, нормально. Отлично. Так, смотри, где же болты? Да. О, как раз они еще и держать будут. О, Закрепили. а сразу, да? Глухота такая. И звукоизоляция Броня. получается. Так. Ну а теперь нижний и вот эту маленькую проставочку тоже сделаем. О, прям так плотненько. Класс. И вот это еще вставляй. Ощущение, что правда, что меньше стало. Как-то слышно даже все. Мало отрезал, надо еще отрезать. Что, мало? Мало? Нормально. Сейчас. О. Ой. Не поломалось. Ничего, нормально. Смотри. Раз и не видно. Мы сейчас еще зашьем эту штуку, и вообще будет хорошо. Один строит, другой ломает. Еще вот эту штучку сюда. Оп. Все, отлично. Так тихо стало теперь тут в коридоре. Да. О, хорошо, теперь хоть знаешь, где очки лежат. Ну да. Ой, что-то чего-то не хватает, кажется, да? Какие-то тоненькие очки. Ты открываешь новую моду. Улетели эти. Самая главная причина, почему мы приобрели такую дисковую пилу, это чтобы распускать длинные листы, потому что на торцовке там 35 сантиметров максимум можно, а здесь сколько угодно. Так, понеслась. И, кстати, намного быстрее должно быть, чем обычный лобзик. Вот это красота, вообще 2 секунды. Если б лобзиком резал, да, уже и руки болели, и это было бы намного дольше. И криво было. Еще так и кривенько шов было, ровный. да. Такс. Ой, ну отлично. Теперь на саморезы хорошие посажу, и будет у нас уже утепленная дверь. Так, осталось только вырезать под замок. 94,
Так, и тут 94. Так. 105. И на 105. Так, ну что, остался последний саморез, вернее, Рома уже его закрутил. Все, и вуаля, наша дверь утеплена. Супер. Да. Что тут осталось? Осталось только прикрутить ручку, ну еще чем-нибудь отделать эту дверь. Это наша боль. Потому что все интересное осталось за кадром. Тут у нас с Ромой подделки двери. Мнения расходятся. Да, я хочу сделать такую красивую фотообоину, взять и поклеить, чтобы, может, какая-то была арка, там дорога, красивые красные Цветы. или розовые цветы, зеленые деревья. Я такое хочу, чтобы выходишь оттуда с коридора и сразу красота. И красота, Да. яркая. А потом открываешь цветами. двери, не очень. У нас во дворе красиво, но хотя бы здесь будет в коридоре хорошо. Вид в будущий двор, да, уже на двери. А я хотела сделать вот по дизайну, хотела поклеить самоклейку под серый бетон. Под такой же, как бы такая расцветка, как у нас Quick-Deck. Серый бетон, красиво. потолке, который на потолке, да. Да. Вот, ну и вот здесь мы, в общем-то, Ну да, выходишь в коридор, а там стена перед тобой. да, В общем, мы будет у сделаем нас с тобой баттл. опрос сделаем в телеграм-канале, да? Да, И- и, наверное, здесь тоже. Выставим 2 варианта, вы проголосуете, а потом сделаем так, как все равно я хотел. Давай опять. Ладно, хорошо. Нет, мы Ты прислушаемся. всегда мне уступаешь, и я поэтому думаю, хорошо, вот, хорошо, пусть будут цветные. Ну подумай, а мы можем Фотовые. взять 2 самоклейки. Полгода прожить с такой, полгода с такой. Или зимой с такой, летом с такой. Так что Ну, тут в варианты принципе, есть. Хорошо, погоду тогда, а то каждые полгода переклеивать. Да, На ладно, следующую осень меняем на бетон, да? да. Ну, в принципе, неплохой вариант, как думаете? Осень – это время горячего чая и вкусной выпечки. У меня, конечно, нет духовки, но у меня есть старенькая электропечь, на которой получаются очень вкусные пироги на сковороде, пицца, пирожки. Ну а сегодня я буду готовить очень вкусные и ароматные пончики. Для приготовления нам понадобится соль, сахар, дрожжи, сода, уксус, молоко или вода. И в тесто еще можно добавить творог, ваниль, но на данный момент у меня их не было. Также, когда делала замес, добавила немного растительного масла. Замесила тесто и оставила в теплом месте, чтобы оно поднялось. Тесто у меня поднималось 2 раза. Далее выгружаю тесто на стол, немного его замесила и разделила на 16 шариков. На улице уже грелось растительное масло в казане, и первую партию из 8 пончиков обжариваю до золотистой корочки, также и вторую. Посмотрите, какие они воздушные и ароматные. Подробным рецептом поделюсь в описании. Всем приятного аппетита! Так, ну что, я уже все приготовила, чай, пончики готовы. О, Идём пить хорошо. чай? Да, сейчас пойдем. Мы, кстати, уже, видите, на вечер растапливаем печь. Да, погода у нас очень изменчивая, поэтому сегодня днем вот было 24 градуса, да, хотя к вечеру 9 градусов передают. Может, да, может опуститься до 10 и ниже. Кстати, вот эти фонарики мы хотим повесить вот там на нашем крылечке. На улице. Да, это такие же фонарики, как у нас уже на доме висят. Вот, мы решили взять такие же. Они нам очень понравились, поэтому мы их взяли для крыльца тоже.
Под ветер со свечечками не посидишь. Давай. На ты. Ой, какие вкуснючие пентики ты сделала. Это что? Как они Это называются? пончики. Пончики. Да. Супер. У меня только не было сахарной пудры. Почему-то думала, что она у меня есть. Романтические пончики. А у нас же есть этот Жикалка. дробить, чтоб сахар, как она? А, я Кофемолка. забыла про нее. Угу. Мягкие. С сахаром тоже вкусно. Я чай не сладила. Ой, хоть вечерком немножко можно теперь отдохнуть, посидеть, да? Это такой релакс, когда после всех работ Альфуша, ну тебе. можно сесть, посидеть, отдохнуть. Так, мы еще сегодня сходим с собачкой, прогуляемся. И котики пойдут, да, Веснушечка? Да, вся банда пойдет. Вся банда пойдет. У нас только Беня пока только не ходит. Ему еще пока не знакомы такие прогулки. Ну ничего, мне кажется, он с Научится. этой бандой научится, да. Это точно. Сейчас пойдем, сейчас покушаем и пойдем. Вас покормим еще, а потом пойдем. Они уже накормленные. М? Они пошли к котикам, проведали обстановку, Помыли там посуду у котов. помыли посуду. Так что не голодные. Им бы пройтись надо, да? На, хорошие мои. Жужа, ты пришла? Жуля, держи. А еще я сегодня хочу сделать свет на улице, потому что эти фонарики уже не горят сколько, наверное, полгода с тех пор, как мы начали делать крыльцо и разобрали. И смотрите, такой вот сгусток проводов висит, с этим нужно разобраться. Будем новые фонари вешать здесь на крыльце, а также свет еще нужно провести куда? В туалет, в сарай и в душ. В общем, работы много, выключатели, лампочки, переходники, но буду этим заниматься. Так, идем смотреть, что тут у Ромы получилось. Красота. Ром, все? Да, уже докручиваю. Все, лампочку ставил, ни о чем не забыл. Идем Теперь- включать? Да, теперь посмотрим, будет ли гореть. Это самое главное. Так, Рома, я установила камеру, чтобы захватить все фонарики и посмотреть, как они все вместе светят. Да, Включай. включаю. Ура! Все горят? Красота, да, Ром, все горят. Все 4. Смотри, у нас пока так 3 холодных света, а так ранее, видишь, такой желтый, теплый Я вижу, свет. он отличается, теплый Я там свет, вставил да? лампу накаливания, потому что экономки не хватило. Такой маленькой нету. Ну, завтра Большие были, а докупим. маленькой нет. Да, так что ничего. Погорит несколько дней так, а потом купим и такой вставим хороший. А красиво как, Ром. Наконец-то будет светло у нас. Да. Уже свет теперь есть и в туалете, и в сарае. Наконец-то возвратился свет. Все, весь свет есть на улице, да? Да, отлично. Супер, ты молодец. Дорогие наши зрители, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы надеемся, что оно вам понравилось. Не забывайте поддержать нас лайком, комментарием и подписаться на канал. Сейчас я занимаюсь пересадкой хризантем, но про цветочные хлопоты я уже покажу вам в следующем видео. Ну а на сегодня все, до новых встреч, пока-пока.